Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Так, я сегодня, если что, в пати вместе с Марком, поэтому сегодня я буду свою неудачу перекидывать на Марка и надеюсь, что сегодня у меня получится записать самого сломанного героя текущего патча. Даже не так, не самого сломанного героя текущего патча, а самого метового героя текущего патча. Это я хочу попробовать поиграть на ТБ и надеюсь, что удача сегодня мне улыбнется и бог рандома мне будет улыбаться во все 32 зуба. По крайней мере, я хочу в это верить, потому что, чтобы вы понимали, я сделал, наверное, уже 5 или 6 попыток, и просто расскажу вам предысторию. Я играю в игру, записываю, все такое, начинаю там разговаривать, разыгрываться, и мне просто в моменте перестает идти либо ТБ, либо же он мне рано приходит, но не приходят нормальные предметы, либо же что-то еще происходит неизвестное. Короче, либо слишком жесткие скилловички против меня попадаются, которые с панды вытягивают себе, допустим, условного хитреца и собирают его в 3 звезды до 20 раунда без каких-либо яиц, без каких-либо танцев с бубном и тому подобное. Ну, может, там с яйцами, конечно, но сама суть в том, что реликвии яиц не было. И, короче, вот такие вот игры у меня были, на самом деле, не люто неудачные. И почему я хочу попробовать вам записать ТБ и раскрыть его максимальный потенциал, это потому, что сейчас этот герой номер 1 в патче. Много для себя он не требует. Обалдеть. Вот это я понимаю старт. Вот такое начало мне нравится. Так, эти предметы мне не нужны. И клевер. Нужен ли мне клевер? На самом деле не знаю, нужен ли мне клевер, потому что, ну, если мне панда не придет, то клевер мне, естественно, не нужен. Но тоже не факт, что с клевером мне что-нибудь с пандой упадет, потому что давно мне с пандой ничего нормального, адекватного не падало, к сожалению. На самом деле меня прям это аж немного огорчает. Надеюсь, хотя бы... О, панда. Я думал, что мне панда вообще не придет. Ну, и на самом деле я надеюсь на то, что мне баф людей хотя бы упадет. Довольно-таки рано. По крайней мере, я этого хочу. Я, возможно, даже если все будет хорошо, то я пойду в уровень. Если что, я беру жетон отступника, чтобы на 50% больше урона наносить по гоблинам и мехам. С помощью этих ракеток, которые он будет выпускать, потому что спамит он ракетки, будь здоров. Поэтому этот герой номер 1, если вы его в 2 звезды собрали. Так вот, вернемся к ТБ. ТБ сейчас... Не то чтобы он сломан, на самом деле очень балансный герой, очень приятный сейчас герой, но сломан сам предмет наследия духа огня, потому что убить 3 ТБ, которые перерождаются, довольно-таки очень сложно. Был уже момент такой насчет ТБ, когда на него работало бессмертие 5-го тира. Тогда через полгода где-то сделали так, что бессмертие не работает на ТБ. И вот сейчас... Ну, аналогичная ситуация появилась. Наследие духа огня работает на ТБшку, и, соответственно, это слишком сильный предмет для ТБ. То есть, ты одного ТБ убил, он переродился. Ты убил второго, он переродился. Третьего, он переродился. И мне кажется, все-таки есть какой-то баг с этим предметом, потому что ТБ после перерождения все равно бьет так же сильно, как и до перерождения. Хотя, когда он перерождается, он должен потерять все свои активные синергии, которые у него были. То есть... Ну, я думаю, вы поняли. Когда ТБ перевоплотил, он должен, соответственно, быть не демоном. Даже если у тебя, наверное, синергии ведьмаков есть. Но все равно, короче, он слишком много отрывает лица. Неоправданно много. Ну, это мы, конечно, посмотрим. Я постараюсь за этим моментом последить, если, конечно, получится. Если я вообще буду играть в этой игре в ТБ, на ТБ. Ну, вы по превью все сами поймете. А вот конкретно я, допустим, сейчас на текущий момент не знаю, на чем я буду играть. Кстати, я решил, если что, выйти в 30 монет плюс. Неважно, буду выигрывать, буду проигрывать, но я хочу выйти в 30 монет плюс. Я хочу максимально быстро выйти в 50 монет плюс. Потом взять себе 8 уровень, и на 8 уровне я буду ролиться. Почему, на самом деле, сейчас ТБ такой вот перспективный? Ну, во-первых, из-за сломанного предмета наследия духа огня в этого героя. Во-вторых, тебе мало чего надо для этого героя, да. По сути, что вот ему нужно? Давайте так, бюджетный вариант, что ему надо? Молнии 2-го тира, палка 1-го тира, наследие духа огня и желательно драконий рог. Вот драконий рог то, что надо. И 2 друида в 3 звезды. То есть это может быть Фурион, Тренд, Энча, Лон-друид. В идеале, конечно, сделать Инчу и Лон-друида, потому что можно докинуть еще одного зверя, и вы получите еще плюс 30% надбавки к вашему урону. То есть приятный такой вот бонус, если против вас нету какого-то там, допустим, прокаста и тому подобное. Это прям сильно. Поэтому из-за этого он такой сейчас хороший. И на самом деле его приятно бафнули, потому что у него, когда он перевоплощается в свою форму, у него нету разброса урона. Это прям вообще такой важный момент.
О нем много кто забывает, но разброса урона нету. Если я не ошибаюсь, когда он в 3 звезды, то там, по-моему, что-то около 350 или 370 урона максималка. Так, я уже вижу, скилл обнаружен, но тут он с клевером достал панду, и я надеюсь, что Марк не соберет сейчас нефритового генерала в 3 звезды, потому что если он соберет нефритового генерала в 3 звезды, он разорвет здесь всех и вся. Потому что нефритовый генерал в 3 звезды — это еще та заноза в одном месте. Кстати, ребят, если что, я ролик этот записываю заранее. На текущий момент, когда я записываю, на вчерашнем ролике 20 плюс лайков. Поэтому я надеюсь, что мои подписчики добросовестные и докинут недостающие 10 лайков для того, чтобы мне просто было приятно. Поэтому, ребят, переходим на предыдущий мой ролик, там, где я показываю зоопарк против меты. Поэтому все, я жду там 30 лайков и надеюсь, что когда этот ролик выйдет, через некоторое время там будет достаточное количество лайков. Поэтому, ребят, давайте, я вас верю. Так, легионка ко мне пришла, а это означает, что можно поставить баф людей. Панду мы продаем. Буду выходить в экономику, и клевер мы скипаем, потому что так надо. Ну, не верю в панду. Если рано не пришла панда, то все. Обалденный медальон у меня упал. Я рассчитывал не на медальон. Ладно, будем верить в лучшее. На самом деле, получить ранний баф людей, это прям то, что Догер прописал. Я помню, когда-то у меня была игра, где я на 3-м раунде получил баф людей. Боже, как же это было сильно. Да, я там первые раунды немного попроигрывал, но, ребят, вдумайтесь, на 3-м раунде получить полный баф людей. Сколько же это опыта? Просто за каждый раунд ты получаешь по 3 опыта. Вообще, ты не тратишь деньги на поднятие уровня, потому что ты и так будешь огромный. К 10-му раунду у тебя уже, наверное, половина 7-го уровня будет. Это прям кайф был. Ну, то есть, вообще лайк. Так, агра буду брать. Поставлю его, кстати. И, наверное, возьму темного лорда, потому что если соберу его в 2 звезды, это прям будет то, что доктор прописал. Это будет прям развал в развал. Вот, меня вот спрашивали в комментариях, как законтрить такого ТБ. Ну, во-первых, зоопарк неплохо его контрит, потому что, когда он перерождается, стаки от зверей не падают. Это прям сильный такой вот момент. Если бы он перерождался и терял эти стаки, это было бы вообще лютая имба. Но так он не теряет свои стаки, и когда Мишка разворачивается, хо-хо-хо, там такие куски отрываются у этого ТБ. Но тоже на зоопарке нужно грамотно играть. То есть, если тебе падает, допустим, там Некромикон, Рефрешер, все такое, то ты спокойно душишь этого ТБ. Самое главное, на темпе быть. Ну, а если там супер омега-скилловый парень, то, извините, ну никак вы его не законтрите. Всегда найдется тот, кто будет тебе скилловее, фартовее и тому подобное. Всегда найдется, знаете, на каждого скилловичка найдется свой китаец. Потому что в последнее время я заметил такую тенденцию, что, ну вот как сейчас, меня парень с винстриком просто унизил, потому что убийца Горн у него станил чуть ли не каждый раз. Нормально, нормально, кстати, яйцо упало, Фурион упал, это хорошо, это мне нравится, это мы берем. Так вот, заметил такую тенденцию, когда против меня играет китаец, он сидит 50 монет плюс, и к 20-му раунду он собирает себе нужную 3-звездочную фигуру. Не знаю, как он это делает, кому он там молитвы возносит или что еще, но он просто находит в 3 звезды ту нужную фигуру. Помню, я хотел записать мартретку, вот патч вышел, я такой сажусь и думаю, сейчас как запишу мартретку. Боже, я на 7-м уровне с заблокированной синергией не смог найти себе мартретку в 3 звезды. Это такой трэш был. Зато чел, который играл полностью в экономику, полностью в уровень, шел, нашел себе мартретку, Марси и МК в 3 звезды. Блин, классная реликвия, я даже не знаю, что взять, если честно. Надо будет, ну, подумать немного. Поставлю, наверное, себе сейчас баф орков плюс 150 хп, я думаю, лишним это не будет. Можно было бы, конечно, сейчас яйцо закинуть в Лину и усилить свой стол прям на 200%. Но, если честно, я пока не хочу этого делать. Может, мне ТБ придет. Придет ко мне ТБ, я его лучше в него яйцо потрачу. 2 паренька играют через лустрик. Вон, на 5-м уровне парень нашел себе ДК. Всегда найдется такой скилловичок. Вот так. Ну ладно. Ладно. Надеюсь, что, конечно, у меня получится ТБ записать. Кстати, не забывайте меня поддерживать.
Ролик один в день выходит, поэтому я надеюсь на максимальную вашу отдачу. Поэтому лайки, комментарии, кто не подписан, подписываемся. Ну и на мой телеграм аж подпишитесь, потому что я там хочу достичь 1000 подписчиков. Без вас я, соответственно, это сделать не смогу. Ну давай, ракетки свои! Ну, Цемка не вывезет, к сожалению. Так, уже 3 человека играют на лустрике. 3 аптечки, 3 лустрикера. Да. Ясно. Понятно. Кстати, резак упал. Так я могу поставить себе баф гоблинов. Гоблинов мехов даже. Выиграю. Плюс халявный ролл. Не выиграю. Ну и ладно. Я бы на самом деле заблочил бы себе синергию какую-то. Убийц бы хотел заблочить. Потому что третьего тира фигуру больше всего это убийц. Блин, ну вот хочется рыбалку взять и заблокировать. Но я, наверное, возьму все-таки мастерскую бума. Мастерская бума намного как-то профитнее смотрится. Все-таки мне нужны предметы третьего тира будут. Второго тира и первого тира я особо как бы, ну, не буду пытаться ролить. Вот. Кстати, сейчас самый бесполезный предмет это медальон первого тира. Я на самом деле не знаю, зачем так разработчики сделали. Что они там такое курили. Что у них там в голове? Какую они там шапочку из фольги там надели? Потому что, ну... Я думал, она добьет Тинкера. Блин, ну -1, ладно. Это терпимо. -1 это не приговор. Кстати, возьму уровень, поставлю все-таки Аграм. Если что, продам Фуриона. Я его потом, думаю, найду. По крайней мере, я хочу в это верить. Мне нравится то, что там есть 3 игрока, которые играют через лустрик. Для меня это только в кассу. Я экономлю себе хп, иду себе спокойно в уровень, тяну себе время. Марка что-то там колбасит немного, вылетает. Обидно. Надеюсь, он не вылетит до конца. Потому что я хочу посмотреть на его скилл. Как он его продемонстрирует. Так, тут мне, по-моему, тоже вынесли, да? Или нет? Или да? Ой, почти в Сларка. Блин, на самом деле, если бы сейчас ракетки прилетели в Сларка, было бы все красиво. Легионку, короче, продам. Я просто не верю в Легионку. Ну, соберется она в 2 звезды, ну и соберется. Не нужна она мне. Не знаю, может местами как-то поменять этого Тинкера. О, там, кстати, парень на 2-м месте тоже будет, судя по всему, собирать ТБ. Марк, что тебя там так колбасит? Ты уже нефритового генерала в 2 звезды собрал через Мамору. Ой, я надеюсь, что ты не достанешь 3-звездочного нефритового генерала. Очень на это надеюсь. Держу кулачки за то, что он не достанет из Маморы 3-звездочного нефритового генерала. И после этой фразы Марк берет такой: так, отписываюсь. Надеюсь, нет. Надеюсь, нет. Панду, кстати, тоже приятно так бафнули. Теперь, ну, у нее 12% шанс выпадения. С клевером это 15%. Ну, вкусно. Вкусно. Знаете, всего лишь на 15-м раунде ко мне пришел ТБ. И я надеюсь, что дальше ты будешь приходить намного быстрее. Хочу в это верить. Пожалуйста, ТБ, не подведи меня в этой игре. Я уже задолбался тебя записывать пытаться. Честное слово. На самом деле, типа, ТБ очень приятный персонаж, но зависит от нескольких предметов. Как я уже сказал, есть вот этот вот бюджетный вариант. Это то, что вам надо драконий рог, наследие духа огня, молнии 2-го тира и палка 1-го тира. Все, вот эти вот топовые предметы. Только вы их собираете, все, ваш ТБ раскрывается на полную грудь. Если вы собрали его еще и в 3 звезды, и у вас есть, соответственно, друидов, которых перевоплощает 3-звездочек, то вообще 10 из 10. Ну только, ребят, такой вот момент. Вам все равно нужно 4 ведьмака. Потому что если вы не поставите себе 4 ведьмака, то перевоплощенные ТБ будут бить физическим уроном, если они не являлись изначально демонами. А так как собирают друидов, потому что друидов легче всего собрать в 3 звезды, ну, я думаю, вы сами прекрасно понимаете. Потому что когда ТБ перевоплощается, то все активные синергии на этом герое, они, соответственно, передаются в перевоплощенного ТБ. То есть, допустим, если у вас там были 6 эльфов, то вот этот вот перевоплощенный ТБ из этого друида будет под 6 эльфами. Важный вариант. Мало кто об этом знает. Мало кто об этом даже задумывается. Ну, можешь ждать молнии. Пожалуйста. Бог рандома. Расцелую тебя полностью. Просто дай мне, пожалуйста, молнии.
Сейчас расстановку поправлю и посмотрю, что мне там упало. Серьезно? Ладно. Без зазрения совести буду ролить эти предметы. Медальон я пока ролить не буду, мало ли там все-таки жрецы нарисуются. О, наследие духа огня. Вот это вот прям... Это имба. Все, мне теперь только останется ТБ собрать в 3 звезды. Не знаю, блокировать ли синергию убийцы или не блокировать. Просто если блокировать, мне нужно потерпеть еще будет несколько раундов, чтобы собрать себе 20 плюс монет. Либо же просто эти 20 плюс монет потратить на роллы. Просто если ТБ будет идти, то он будет идти. Вне зависимости от того, заблокировал ты, не заблокировал. Мне еще даже 28 монет надо будет. Да. Ну ладно. Сейчас самое главное друидов еще покупать. Кстати, радостная новость. Из-за того, что сегодня у меня дождь, во-первых, не так жарко, мне намного проще. Во-вторых, нету вот этого вот сверчка, который перед окном у меня серенада поет. Вот, кстати, я, помните, говорил, что он будет собирать себе ТБ? Вот, он уже собирает себе ТБ, но он почему-то духов заблокировал. Непонятно, по какой причине он заблокировал конкретно духов. Не знаю. Я, кстати, не хочу особо блокировать еще убийц из-за того, что здесь есть Квапа. Квапа — это ультрасильный персонаж, который сильный дебаф накидывает. То есть сломать своему противнику позиционку, обезоружить его — это прям то, что Докер прописал. Даже не обезоружить, а испугать. Потому что когда она кричит, то дебаф испуга работает. Я, наверное, все-таки заблокирую убийц. Если что, потом разблокирую. Сначала мне нужно в первую очередь будет найти ТБ в 3 звезды. Ну и друидов тоже в 3 звезды. Там инчу какую-то. Так, Лина в 2 звезды, это хорошо. Я бы даже сказал, отлично. Я бы хотел на ТБ какой-то красивый стиль. Надо будет посмотреть, может на аукционе что-нибудь найду такого интересного. Фулл баф людей там стоит. Молодого. Жетон отступника тоже не особо хочу ролить. Потому что если будет против не АТБ, то против этого ТБ будет идеально работать жетон отступника. Но тоже против этого ТБ мне в идеале бы найти двойные клыки. Кстати, тоже кто-то 6 из 9, 18 раунд у Марка. Окей. Поживем еще, поживем. Достанет нефритового генерала в 3 звезды. Будут пасочки. По поводу двойных клинков. Тоже двойные клинки, если вы видите, что против вас есть ТБ, обязательно берите. Обязательно, ребята. Это прям не обговаривается. 100% берете двойные клинки, потому что будет наноситься по всем дубликатам двойной урон. Ну, не двойной урон, но вы поняли, короче. Короче, на все дубликаты будет разделяться урон. А там ТБ 3 копии. Это прям, я думаю, вы сами прекрасно понимаете. О, антимаг, отлично. Котл. Котла я возьму. Баф магов поставлю себе немного. Агра. На самом деле я агра не особо хочу продавать, но придется. Придется это сделать. Трента придется купить. Ну, как-то такую расстановку сделать надо будет. С одним предметом мне сейчас повезло. Надеюсь, что так будет и дальше. Надо, чтобы повезло, понимаете? Это не то, что мне хочется, а надо, надо. Надо, чтобы повезло. Потому что если не повезет с ключевыми предметами, будут не пасочки. Так, ну здесь я, наверное, проиграю. Или не проиграю? Не, проиграю. Там охотники, они сейчас моего антимага взорвут за 3 секунды. Там вертолета уже нашли. Там будет баф мехов. Из неприятного. А я, кстати, если могу и выиграть. Башер, нет! Так, хорошо. Добивай. Добивай его. Обожаю Тинкера. Вот именно по этой причине я и обожаю Тинкера. Поэтому я все время говорю, что если он вам идет, то обязательно собираете его в 2 звезды. Обязательно. Это прям тот герой, который будет разваливать. Ну, кстати, я мобов вроде бы должен затащить. По крайней мере, все на это указывает, что я мобов должен затащить. Так, там уже у молодого 2 ТБ. Фулл мехи. Я надеюсь, что ты не найдешь себе нужных мехов. Потому что если этот парень будет выигрывать сейчас раунды, будет очень тяжело против него играть.
Он просто такие легендарки себе соберет, что ну его в баню. Нет, 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 нет. Жить, жить, жить. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Добей, 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 добей. Ну. Пожадничал я. Надо было антимага все-таки. Ой, надо было вместо антимага ставить все-таки. Ой, как я пожадничал. Ну, сам дурак, сам пожадничал. Дизраптор, кстати, в игре есть, поэтому против него нужно будет по-любому БКБ собирать. Хочу я этого или нет, но БКБ против него надо будет по-любому собирать. Котл в 2 звезды. Ладно, Котл в 2 звезды это хорошо. Кстати, у меня, если что, не просто так 2 ЦМ-ки стоят. Потому что 2 ЦМ-ки регенят ману. 2 яйца, кстати, у меня есть. Я, на самом деле, не хочу Фуриона собирать. В 3 звезды. Я все-таки постараюсь собрать Трента, потому что это кусок мяса. Ну и Энчу. А там и Лондруида соберу. Мишку по-любому надо будет собрать. Сейчас посмотрим. Если я буду проигрывать раунды, то я активирую аптечку. Но мне надо вынести этого меха по-любому. Да не только мне. Я ж икнул немного. Ой, а вот он, кстати, ко мне и пришел. Парень там уже 2 ТБ себе нашел. Ладно, короче, аптечку активирую. Все равно. А я тут, по-моему, проигрываю раунд. Еще и мех выживет, прикиньте. А я как... Или... Я выиграл? Отлично. Отлично, я его выиграл. Какой злорадствующий смех, да? У меня есть 2 яйца, но я хочу эти яйца ставить на ТБ. Леший, кстати, в игре есть. Ладно, вот так вот сделаю пока что. Гримтач, я думаю, еще найду, но там я в любом случае каких-то волшебников да найду. Хотя, знаете, по закону подлости я бы так это не рассчитывал. У меня есть смутные сомнения, что я могу не найти. 6 зверей. Варлок в 2 звезды там. Я надеюсь, он не будет выигрывать. Самое главное, чтобы он не выигрывал. Это самое главное. О, ТБ. Отлично. Это то, что Догра прописал. Кстати, можно его поставить пока что вместо антимага. Хотя можно... А, не могу пока что поставить себе ведьмаков. Поэтому будем пока что наслаждаться этим. Ключевых предметов у меня, к сожалению, нету. Но, в принципе, и ладно. Пока что и ладно. Мне надо одну инчу найти, чтобы в 3 звезды ее собрать. Он, видите, кстати, тоже собирает. Но он не идет в роллы, он идет до сих пор в уровень. 6 из 9. Как же я Маркуса чувствую. У него, по-моему, 6 из 9 было на 17-м раунде, если не ошибаюсь. Кстати, ребят, важная новость. Я буду проводить в скором времени 2 стрима по ТФТ. Пишите в комментариях, что думаете на этот счет. Я думаю, будет очень интересно даже. К сожалению, не вынесу, да? А, не, вынесу. Вот видите, какое наследие Духа Огня? Оно сломанное. Кстати, Винстрик забрал. Так, ой, и Леон пришел. Спектра. Отлично. Вингу можно из этого продать. Так, Локер в 2 звезды. В принципе, 2 монетки можно и... Ладно. Пока сделаю так. Кстати, я могу сделать вот так сейчас. Да, у меня 4 ведьмака, отлично. Да, я баф людей себе разобрал, но в принципе и не важно. Баф ведьмаков просто слишком важен, понимаете, на ТБ. Тогда у меня будут, соответственно, перевоплощенные фигуры бить чистым уроном. Это слишком важно.
Вон, видите, одного ТБ убили, а потом он переродился и снова начинает наваливать. Пока что они у меня оба слабо наваливают, но как бы ничего страшного. Вот благодаря именно ему ТБ... А, ладно. Я думал, я выиграю, но не выиграл по итогу. Ну и ладно. Не выиграл, так не выиграл. А то смотрите, как губу раскатил, да? Ну ничего, сейчас я соберу ключевые фигуры. И тогда уже будет движ. Из денег пока что я не хочу выходить. В Тинкера я верю больше, пусть пока что стоит. Хотя я в скором времени и Тинкера продам. Он мне не нужен. Мобов я сейчас, по сути, должен забрать. Я надеюсь, что мне упадет драконий рог. Очень на это надеюсь. Как только упадет драконий рог, то все, это будет имба. Кстати, решил думать все, что поставить. Но я думаю, вы сами прекрасно заметили, что я продал Тинкера. Я сначала подумал сделать действие, и потом начал озвучивать. Мне не нравится маг. Он уже там Зевса себе нашел. Кристалл призрака не хочется терять тоже. Потому что у меня нет предметов на скорость атаки. Если бы у меня были какие-то предметы на скорость атаки, то я бы еще подумал, отказываться или нет. Кстати, там есть зверик с дизраптором в 2 звезды. Ладно, вот так вот сделаю. Это какая-то... Это какое-то проклятие, ребят. Вот. Все. Теперь я предметов не найду. Да, я получил наследие духа огня. В принципе, это самая топ-1 шмотка, которую я хотел. Самая топ-1 шмотка. Фуриона, кстати, продал, потому что я вспомнил, что я его собирать не буду. Инча в 3 звезды, отлично. Это мне нравится. Делаем вот такую вот расстановку, чтобы ТБ в первую очередь перевоплощал Вингу. Как говорится, Саня, ну ты получил себе наследие духа огня, получил. Что ты еще хочешь? Что ты еще хочешь от меня? Вот бог рандома сидит напротив меня и говорит, что ты еще хочешь от меня? У тебя есть наследие духа огня. Все, кайфуй. Кайфуй, живи, наслаждайся жизнью. Но мне этого недостаточно. Мне нужен драконий рог. А что ТБ такое, ТБ? Что такое ДК был плотный? Я сейчас не понял. Интересно. Так, Гримтач есть. Я ведьмаков хочу разобрать, потому что мне нужен баф демонов. Чисто из-за того, что мне нужен баф демонов, я и хочу ведьмаков разобрать. Ни по какой другой причине. Может, выйти из инкама все-таки найти себе ТБ в 3 звезды. Мне не нравятся драконы там. Да и мне, в принципе, и зверь не нравится с дизраптором, у которого и цепочка. Ну, кстати, как работает дизраптор? Он кидает в толпу, где больше всего народа. Поэтому вот я сейчас основную массу перекидываю в правую часть. Надо будет предметы перековать. А безруш мне не нужен. Мне нужны двойные клыки, но в первую очередь мне нужен драконий рог. Я очень надеюсь, что мне упадет драконий рог. А вот, кстати, маг-дракон пришел. Перевоплоти! Фу. А, это уклонение работает. Я-то думаю, как он так меня душил. Ну вот. Сильный прокаст душит ТБ. Очень душит. Но, кстати, смотрите, какие он куски отрывает после перевоплощения. Я же говорю, походу наследие духа огня оставляет активные синергии. Хотя наследие духа огня должно сбрасывать все активные синергии. Там дизраптор еще и с агонимом. Мечта. Короче, надо выходить из инкама и искать себе ТБ. Так, 1 ТБ есть, пожалуйста. Еще одного. О, отлично. Все. Все. Теперь осталось только найти адекватные предметы. И жизнь удалась. Ну, кстати, если против меня будет жесткий маг, то мне придется поставить морских. Пожертвовать немного уроном, но поставить морских. На 9 уровне я могу поставить себе плюс 1 зверя. Хотя я могу Трента продать. Просто... У Трента много урона, и в первую очередь контроль там обезоружив и все такое будет лететь именно в Трента. Но сейчас почему-то в ТБ прилетело. Непонятно по каким причинам, но прилетело в ТБ.
Кстати, палка упала, это очень полезно, это мне нравится. Ой, как же он лицо отрывает. Все, сейчас будет драконий рог, потом мне нужно будет искать БКБ. Найду БКБ, это будет 10 из 10. Пожалуйста. Молю, драконий рог. Пожалуйста, молю. Наныл? Получается-то наныл. Но судя по тому, что я вижу, то у меня не будет все так гладко, как я хочу. Там есть дизраптор с аганимом, и если я не найду БКБ, то будет печально. И, кстати, дизраптор с цепочкой, но по идее цепочка должна лететь именно в ТБ. Не в кого другого, а именно... Ой, в ТБ, в Трента. Потому что у Трента больше всего урона с руки. Оп, оп. Вы посмотрите, какие куски отрываю просто. И все. Он одного ТБ убил, а по итогу он перевоплотился. Еще и винстрик забрал. Красота. Не, я, наверное... Блин, я блинк, наверное, не буду никому давать. Потому что у меня основная масса фигур находится в правой части. И дизраптор будет кидать туда ульту свою. Так, тут мобы. Это хорошо. В общем, теперь мне останется только найти БКБ. Чтобы не испытывать никаких трудностей в этой игре. ДК в 3 звезды. Вот ДК в 3 звезды. Ну, я думаю, с ДК у меня не будет никаких проблем, потому что рыцари я в легкую пробиваю. Только если ДК там соберет себе, наверное, 6 троллей. Плюс 3 дракона. Чтобы ДК сразу перевоплощался и начинал наваливать движа. Но тоже, чтобы ДК уничтожить ТБ, ему нужно уничтожить 3 ТБ. Это много. Которые еще и перерождаются, на секундочку. Рыбалка, шлемореса и коса сколы. Я думаю, все-таки взять косу сколы. Потому что ничего другого мне, по сути, и не надо. Я, кстати, сейчас поставлю себе немного зверей. У меня сейчас будет еще и плюс 30% урона. Мало ли того, что мне демоны дают 10% за каждого демона, так еще и будет баф зверей давать 30% к урону с руки. Как вообще охотник находится на первом месте сейчас? Но я думаю, охотнику долго жить не останется. Вот так вот здесь кучно делаю. Я знаю, что я делаю это сознательно, если что. Я делаю это сознательно, потому что туда будет накидываться от дизраптора ультуха. Можно было бы, конечно, сейчас взять рыбалку и вернуть себе деньги. Рандомить я не хочу никакую реликвию, только если там реликвия яиц мне упадет. Но тоже мне может упасть какой-то вонючий жезл Кира. Зачем мне этот жезл Кира нужен? Ладно, взял косу. Минер, кстати. Минус 1 ТБ. Ну, кстати, а сейчас заметна просадка по урону. Он, видите, как по ДК бьет? Оригинал бьет больше. Чуть не забыл косу активировать, кстати. Пока смотрел на то, как он наносит там урон. Не знаю, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете. Все-таки сбрасывает активную синергию или не сбрасывает эту активную синергию? Мне все-таки кажется, что он сбрасывает активную синергию. Точнее, не сбрасывает. Там, кстати, квапа неприятная. Но тут мне по-любому надо будет найти морских, скорее всего. Морских и БКБ. БКБ мне кровь из носа необходим. Без БКБ меня задушит контролем. Там дизраптор, там Зевс, квапа. Неприятно. Плюс цепочка есть. Но цепочка будет лететь в Трента, потому что у него самая большая тычка. Так, это рыцарь. Сочувствую рыцарю. Да, рыцарь без шансов отлетает. Даже ДК в 3 звезды ему не поможет. Ему надо было, наверное... Хорошо, что я его вынес. Вы видели, какую он мне тычку нанес? Я аж в моменте там немножечко, скажем так,
Описался. Щит 5-го тира. Боже, какие у вас там предметы, ребята. Ладно, потихоньку идем в уровень. Я потом поставлю себе 4 морских против магического прокаста. Потому что не все, по сути, играют через магический прокаст. Тут, кстати, багровый клинок у молодого. Я без БКБ здесь не выживу. Скорее всего, сейчас будет этот багровый клинок лететь в моего ТБ, и мой ТБ не будет перевоплощаться. Это будет очень плохо. Я очень надеюсь, что моего ТБ это не будет лететь. Я очень надеюсь, что будет лететь в кого-нибудь другого. Я думаю, все-таки пожертвовать. Палку оставлю, а жетон отступника перероли. Надо искать. Кстати, не прилетел у меня багровый клинок. Он прилетел в Трента по итогу. Все ужасные предметы не нужны. Ёл... Вынес, да. Много контроля. Без БКБ не выживу. БКБ надо искать по-любому. И морских ставить. Чтобы намного меньше было урона. Там еще и Зевс 2 звезды. Блин, волнуюсь. Я волнуюсь, что мне не получится в этой игре ничего сделать. Ребята слишком жесткие. Знаете, в чем плюс? Если я поставлю себе 4 морских, то вражеский дизраптор не будет много урона наносить мне. Там будет минимальное количество урона из-за того, что у него нету посоха 3-го тира. Если бы у него был посох 3-го тира и двойные клыки, то я бы давал гарантию в том, что он меня вынесет на легкую. Ну-ка. Тут, кстати, дизрапторов с драконьим рогом. Без драконов. Это хорошо. Видите, как мало урона носит? Вообще почти не ощущаю его. Это только у меня мантия есть. Вот так вот. Вот так вот. Так, морскую волшебницу надо брать. Я поставлю себе все-таки морских. Чтобы намного меньше урона получать. Придется пожертвовать зверьми и немного демонами, но ничего страшного. Береженого Бог бережет. При том, что там такой огромный дизраптор. Ребят, сейчас держим за меня кулачки, что мне придет БКБ. Я очень сильно опасаюсь его Зевса. У него есть агоним. Если он найдет сейчас посох себе 3-го тира и двойные клыки, то он моего ТБ аннигилирует без БКБ. Один раз молнию свою кастанет и все, всех уничтожит. Я уже выпускал ролик с драконами, где я тоже, по-моему, играл против топ-не-1. Да, я играл против топ-не-1. Он играл как раз через ТБ, и мой Зевс аннигилировал их всех. Пожалуйста. Спасибо тебе, спасибо. Я бы мог намного лучше предметы себе взять, если бы ты мне с первого раза упал. Но меня это просто бесит. Бесит, потому что мои противники находят с первого раза то, что им надо. Меня, знаете, телипает, жестко телипает от этого. Кстати, жрецов он поставил. Еще такой вот момент по поводу жрецов. Когда ТБ берут под контроль, и против вас есть жрецы, то когда ТБ начинает перевоплощаться, контроль жрецов спадает. И этот ТБ может перевоплотить вражеских жрецов. Ну и тоже, он может перевоплотить еще и свои фигуры, то есть свои родные, которые были под контролем у жрецов. Это тоже такой вот момент. И вот вы сами прекрасно понимаете, то, что когда жрецы берут твоих героев под контроль, то, соответственно, они контроль этот теряют, когда они перевоплотятся. Это тоже такой вот жесткий момент. Ой, хорошо пришло. Только стоило мне выкинуть второго ТБ, и мне сразу поприходили все фигуры, которые необходимы. Так вот, когда жрецы берут под контроль твои фигуры, вот, допустим, у вас есть ТБ, Энча
и тренд. Все эти три фигуры под вражеским контролем жрецов. Как только ТБ начнет перевоплощаться и перевоплотит под контролем Энчу и Трента, то они потеряют контроль над этими фигурами. Это тоже такой вот жесткий момент. Меня всегда это бесило, когда раньше была мета ТБ. Сейчас мета ТБ чисто из-за этого наследия Духа Огня. Ну и мало кто понимает на самом деле, как контрить такого ТБ. На самом деле, двойные клыки и сильный прокаст. Все. Вот этим вот ребятам, которые сейчас против меня играют, им не хватает двойных клыков и посоха третьего тира. И все. Но у меня есть БКБ. Видите, как я их за БКБ уничтожаю? Просто аннигилирую. Вот, перерождение сработало. И все, и поехали дальше уничтожать. Ну, легко, да? Ни грамма не сломано. А это, прикиньте, мне еще не особо повезло по предметам. Если бы я предметы нашел с первого раза, то что бы было? Это было бы ГГ. Сейчас соберу себе квапу в 2 звезды вместо Трента поставлю. Я, кстати, всех назад поставлю, потому что ТБш моментально перевоплощается, по сути. Ну, там есть какая-то небольшая задержка, но, тем не менее, они будут на дальних рядах сейчас находиться. Притом я поставил сейчас фигуры дальнего боя себе на заднюю линию. То есть сейчас они никуда не прыгнут, не отпрыгнут, и вот эта вот доля секунды даже не почувствуется. То есть он сразу их перевоплотит. Там, кстати, сейчас он Зевса закерил. В момент прилета молнии ТБ перевоплощает всех и сразу активируется БКБ. И Зевс просто 0 урона. Сильно? Я считаю, да. Красиво-то как. Мне нравится. Так, яйцо хорошо. Я потерплю немного. Я чуть позже, если что, апну через яйцо либо квапу, либо же спектру. Кто первый придет, того и апну. Сильная сборка у моего противника, но там не хватает двойных клыков и посоха третьего тира. Если бы были бы эти предметы, я думаю, он бы меня спокойно вынес. Двойные клинки и посох третьего тира слишком решает в магическом прокасте. Особенно, когда есть у тебя такой дизраптор, который в долгую выжигает тебя. Там урон лютейший. Ну да, тут все, у него нет шансов. Если он не найдет себе посох третьего тира и двойные клыки, то тут нет шансов. Вообще ни грамма шансов. Он меня уже не пробивает. 40-й раунд уже, обалдеть. Нелегкая игра по итогу получилась. Могла быть намного легче, если бы мне немного по-другому фартануло. Немного буквально. Просто вот представьте себе на мгновение, если бы у меня были такие предметы. Смотрите, у меня было бы... Ну, допустим, мага-дракона бы здесь не было, да, и много контроля. Почти, кстати, 12-й. Но я думаю, это ему не поможет. Представляем себе в голове сейчас предметы. Драконий рог, наследие духа огня, Мьёльнир 5-го тира. Ну, БКБ все-таки можно взять, чтобы тебе там рандомный контроль не прилетал. Дальше по ситуации. Багровый клинок идеально заходит, потому что все 3 ТБ начинают бить именно в багровый клинок. А там урон колоссальный. Ну и плюс скорость атаки. Приятно. Кстати, еще один кристалл призрака, но, к сожалению, кристаллы призрака теперь не стакаются. Вот такая вот беда. Что кристаллы призрака теперь не стакаются. Кстати, Мамора. Я чисто, наверное, символически закину туда Эма. Сейчас все равно будет последний раунд. Мне даже, по сути, сейчас улучшать нечего. Кроме квапы. Вот квапа пришла. Медуза. О, еще одно яйцо. Все, вот так вот делаем, вот так делаем. И вот так делаем. Делаем красиво. В квапу закину сейчас предметы, чтобы она намного быстрее ману набирала. Цепочка пусть будет. Ну, хорошие там предметы у него, хорошие. Но это ему не помогает. Немного не те предметы ему пришли.
Все. Конечная. Конечная. Вот такой вот новый ТБ. Все хорошее, новое. Это хорошо забытое старое. Кстати, красиво взял ферзя. Ой, какие хорошие предметы. Посоха третьего тира только не хватило. Вот серьезно, дизраптор не дамажит, если нету посоха третьего тира. Прям очень минимально дамажит. Красиво. Красиво. Очень красиво. Сильно? Я считаю, да. Я считаю, очень сильно. Подведем итог. Сам ТБ. Герой очень приятный. Мне он нравится. Я рад, что разработчики его бафнули. Но я не рад от разработчиков, что они сделали вот такое вот наследие Духа Огня. Слишком уж больно сильное наследие Духа Огня. Слишком. Это наследие Духа Огня надо переделать, как сделали с Бессмертием. Раньше на ТБ работало Бессмертие. Как я говорил в начале, его потом через полгода понерфили. И Бессмертие перестало работать на ТБ. Потому что раньше Бессмертие слишком сильное было на ТБ. Просто вы вдумайтесь на секундочку. Смотрите. Приведу вам пример. Есть легендарная фигура Empress Light, в которую закидываешь Бессмертие, и все, соответственно, твои иллюзии с Бессмертием. И это работает. И была фигура тогда ТБ, которая делала не две фигуры перевоплощала, а ты закидывал еще и рефрешер, и еще дополнительно две фигуры перевоплощал. И у тебя было 5 ТБ с 5 бессмертием. А у тебя легендарная фигура Empress Light, которая делает всего лишь, по сути, 3 цели с бессмертием. Сильно, да? И разработчики в тот момент такие подумали через полгода о том, что нужно это бессмертие понерфить на ТБ. По итогу сейчас они выпустили наследие Духа Огня, которое, по сути, то же самое. Сильно, да? И я тоже считаю, что это очень сильно. Это очень сильно, это очень сломано, и это нужно по-любому будет нерфить. На ТБ такие предметы нельзя давать. Чисто из-за этого ТБ сейчас играется, будь здоров. В любую мету ТБ разрывает, ничего делать. Но запомните, как его контрпикать. Двойные клыки обязательно. Обязательно. Ни в коем случае, если вы видите, что против вас ТБ, вам нужно либо очень сильный прокаст и прям его темпом душить. Ни в коем случае не в долгую, потому что он найдет БКБ, как вот я сейчас нашел. И все. И тогда тебе будет очень трудно играть против него. Очень хорошо помогает Горн Агр, потому что когда ТБ перевоплотится, он в первую очередь будет бить этот Горн. И вот ты берешь двойные клыки, берешь себе нужные предметы и просто начинаешь его душить. Ну, это я условно говорю, да. Допустим, Зоопарк хорошо справляется с таким ТБ. Очень даже хорошо справляется, но только пока ТБ не наберет себе нужные предметы. И, соответственно, вот Зоопарк из-за этого он может на темпе душить. Но тоже вы должны понимать, что такие ТБ тоже хотят себе Мишку купить. И, соответственно, Мишку найти намного сложнее становится. Сильный моментальный урон тоже ТБ душит, будь здоров. Но тоже двойные клыки прям очень сильно бьют этого ТБ, потому что 3 ТБ, и вы прикиньте, условно какой-то Эмбер, да даже не так, Зевс. Я выпускал ролик с драконьим прокастом, там, где против меня был ТБ, а у меня был Зевс с Аганимом, посохом третьего тира, с драконьим, с двойными клыками. И, по-моему, магической призмой еще был. И просто один прокаст, все ТБ умирали. Даже если молния прилетала в одного ТБ. Потому что двойные клыки делят весь урон поровну на всех. Ну, не поровну, а там 100% урон приходится на все дубликаты. Сильно? Очень сильно. В общем, не будем растягивать дальше концовку. Игра на самом деле была нелегкой. Вообще нелегкой. Могла быть намного легче. Поэтому, ребят, пока такая мета, используйте. Используйте. Но знайте, как, если что, играть против таких ТБ. Ну, упарываться стоит ТБ или не стоит? Я думаю, не всегда стоит упарываться в ТБ, но просто знайте, что это отличная мета, которая работает. Но и тоже помните, если вы будете играть на жрецах против ТБ, то вы должны прекрасно понимать то, что если вы возьмете вражеского ТБ под контроль, и у него будут союзные фигуры тоже под контролем, и когда ТБ будет перевоплощать, и он перевоплотит эти союзные фигуры, соответственно, эти союзные фигуры выйдут из-под контроля, как и сам ТБ. Тоже такой вот момент, сломанный с ТБшкой, но так работает абсолютно против всех, кто перевоплощает. Ну и тоже должны понимать прекрасно, что если вы, допустим,
захватите вражеского ТБ, он может вашу фигуру переделать, и вы тоже потеряете, соответственно, контроль жрецом. Тоже такой вот нюанс, который тоже нужно учитывать. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Также не забудьте меня поддержать своим лайком. И если не подписаны, то подпишитесь как на YouTube канал, так и на Telegram канал. Он, если что, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!